Добро пожаловать! Все мы помним вот такой вот девайс от компании Asus. Тоненький, легенький, единственный девайс от большой компании на рынке, после, конечно, Steam Deck, но у него были существенные недостатки. Многим не нравилась его автономная работа, не нравилось, что присутствует вот этот вот разъем XG Mobile, который просто отвратительный, даже камера не в состоянии сфокусироваться на этом непонятном разъеме. И этот разъем всего лишь для зарядки или же для передачи данных по USB 3.1 или 3.2, без понятия. Малыши из Asus немного подумали и решили. А решили они вот что X все-таки даст. И выпустили они рогалик H. Или же Rogalike X, кому как что и удобно. Коробка у нас уже теперь черная, гораздо больше она по объему. Тут у нас всякое непонятное написано, кто, что, зачем и почему и для кого. И посмотрим, что тут, собственно, и есть. А здесь у нас сначала посмотрим на то, что некоторые люди вообще забывают про то, что оно существует, а именно подставочка. Здесь у нас вот такая вот непонятная две ножки. По сравнению с тем, что было раньше, это напоминает отработанный материал. Ну да ладно. Далее. Сам девайс, теперь он черный. А черный значит геймерский, черный значит мощный. А кроме девайса здесь у нас присутствует вот такая вот зарядочка на 65 Вт. К сожалению, кабель опять не отстегивается. Но что поделать. И в последнем отсеке такой вот коробочки у нас макулатурка. Гарантия, инструкции, которые никто никогда ни зачем не читает. Перейдем к самому девайсу. Тут он у нас черненький, красивенький, прям геймерский и прочее. Главное изменение у нас тут: исчез разъем XG Mobile. Слава богам, спасибо и на этом. Два USB Type-C, один из них USB 4. Наконец-то теперь можно подключить даже для нищих eGPU. Ну, относительно для нищих. Здесь у нас два индикатора. Индикатор зарядки и индикатор работы. Собственно, качелька громкости, SD-карточка, 3.5 джек, кнопка включения со сканером. Конечно же, классный сканер. Когда ты просто его включаешь, он сканирует, и потом уже, когда Windows загрузился, он автоматически этот отпечаток показывает винде. Классно. Далее, две решетки вентиляции. Как же без этого? С задней стороны у нас вот эти вот малюсенькие кнопочки. Зря они их так сделали, но неважно. Вентиляция. Наклеечка «Кто, что, зачем и почему». И здесь мы опять можем видеть, что тут ничего нет. И главная особенность, что можно мы видеть, он стал толще. И гриппы стали другие. Вся эргономика девайса поменялась. В лучшую или худшую сторону это уже зависит от тех, кому что нравилось. Например, мне больше нравится оригинальный рогалик, но это мне. Крестовина примерно осталась такая, плюс-минус чуть-чуть поменяли. Теперь она более тактильная, что ли. И в целом это тот же рогалик, немножко более допиленный, немножко более скругленные углы, собственно. Вот оно сравнение. Здесь у нас нету вот этих вот острых углов. Многие плакались из-за этого, но я не знаю, что тут плакать. Они не вбиваются в руку. Я не понимаю, как там надо держать. Также здесь у нас были большие кнопки удобные. И тут маленькое недоразумение. Ну да ладно. Не будем о грустном, не будем о прошлом. Итак, здесь у нас встречает фирменная утилита от Asus. Стоит заметить,
Отпечатки очень хорошо видны. И это хорошо и не может не радовать. Вроде пока что все нормально. Но можно видеть, что у меня куда-то пропал оверлей счетчика FPS. Куда-то пропала настройка команд-центра. Что-то тут не так. Нету появилась информация о девайсе. Возможно, это баг Armoury Create. Возможно, я почему-то уверен, потому что из коробки у меня такого не было. После какого-то обновления непонятно какого, эта фигня начала появляться. Что странно. Но да ладно. Зная Asus, вроде бы допилят когда-нибудь возможно. Раз изначально они смогли допилить, значит и в этот раз тоже смогут они все спокойно допилить. Однако, все же неприятный осадок остается, потому что иногда тут все лагает неприятно. Например, сейчас шторка опять сдохла и непонятно, что делать. Устанавливая, переустанавливая, неважно, ничего этому софту не помогает. Печалька, конечно, печалька, учитывая, что это не первый их девайс. Как можно было сломать то, что уже работало, к сожалению, я не знаю. Но да ладно, не будем о грустном, а, собственно, что поменялось. А поменялось у нас много чего. Во-первых, почему-то Asus решили добавить еще 8 гигабайт оперативной памяти. Хотя все, с кем я разговаривал, все кукарекали, почему-то 16 гигабайт хватит всем и хватает прямо идеально. К великому сожалению, вот на этом девайсе, например, и на любом другом, у которого есть 16 гигабайт, конечно, мы не берем Steam Deck, там немного кое-что по-другому работает, но 16 гигабайт — это очень-очень мало. Если мы хотим нормально поиграть, например, на 30 ваттах, ставим нормальные настроечки, чтобы нормальный FPS был, чтобы все красиво было. Почему я упоминаю Steam Deck? Потому что на Steam Deck у нас нету 30 ватт, поэтому в режиме 15 ватт что Steam Deck, что вот это вот, они примерно плюс-минус одинаковые будут по потреблению ОЗУ, потому что в играх, где у тебя требуется очень много оперативки, как правило, играешь ты на 20, на 25, на 30 ваттах. Но да ладно. Больше оперативки лучше. Можно ставить смело 8 гигабайт, и 16 остается как оперативная память. Чистая оперативная память. Еще очень важная для некоторых вещь — это батарейка. Здесь теперь жирнющая батарейка на 80 ватт-часов. То есть при нехитрой математике примерно можно добиться 4, 5, 6 часов игры. Хорошо это или плохо, это зависит только от вас. Также для тех, кто не любил адаптеры для SSD 2280 вот в этом девайсе, Asus пошли навстречу, и теперь в этом девайсе присутствует SSD обычный для людей 2280, который можно купить в любом ларьке. Хорошо, плохо, скорее хорошо, чем плохо. Лучше так, чем никак. И стоит добавить, что базовая память у нас теперь 1 терабайт, а не как это было 512 гигабайт. Что отлично. Цена, конечно же, возросла. Теперь у нас рогалик стоит $800, $799 без учета налогов, доставок и прочей дополнительной мишуры. Поэтому не надо кукарекать, что «а почему он у нас в ритейле стоит столько?», хотя здесь написано, что он стоит столько. Если хотите купить его именно за $799, езжайте в Америку, идите в Best Buy, в штате, где нет налога на электронику, и покупайте за $799. Для всех остальных же плати. Но еще небольшой плюс вот таких вот девайсов именно от больших брендов типа Lenovo, MSI, боже упаси, или же Asus, то дается на 3 месяца Game Pass ультимативный, что неплохо так экономит в некоторых моментах. Касательно игр. Большинство игр, где не было упора в оперативную память, будут работать абсолютно так же, как и этот девайс. Неважно, что вы там будете делать, они будут работать плюс-минус одинаково с погрешностью, конечно же, которая может быть, потому что не все чипы одинаковые, но погрешность плюс-минус 2-3%. Поэтому если вы думаете, что этот девайс даст вам больше FPS, то нет. В чем, конечно, заключается плюс этого девайса?
это наличие 24 гигов оперативы. Собственно, возвращаясь к оперативу и почему это так. Многие думают, что раз у нас стройка, юзается одна и та же память, то, по идее, нету разницы, сколько выделяется под видеопамять, потому что система сама решит, сколько надо выделять и все такое. И отчасти это правда, но за исключением моментов, где, допустим, игре требуется 7 гигабайт видеопамяти, но на девайсе есть только 4 гигабайта выделенной памяти. Из оперативки, конечно же. И игра требует, допустим, 11 гигабайт оперативной памяти. Что у нас происходит? А происходит вот, что приоритет использования памяти идет на оперативную память, а не под видеопамять. И мы получаем великие-великие статоры, которые все просто любят и обожают. Потому что с оперативочкой мы еще как-то сможем жить, а когда это касается видеопамяти и именно работы GPU, тут, конечно, боль-печаль. Конечно, великие эксперты в плане архитектуры x86-64 в комментариях я почему-то уверен на 100% объяснят, что это не так, и я вообще должен выпить очень нехорошую субстанцию, чтобы закончить данное видео, но в общих чертах примерно это так и работает. Если на десктопе у нас идет нехватка видеопамяти, из GPU идет по PCI в оперативку, что тормозит, здесь, поскольку у нас оперативка только и есть, идет игра с выделением, сколько что будет жрать. И будет, собственно, бороться за ресурсы. Поэтому здесь выделяется просто изначально 8 гигов под видеопамять, 16 остается ОЗУ, и большинство проблем с нехваткой видеопамяти и статором, которые из-за этого происходят, здесь, собственно, нет. Ну и для любителей eGPU присутствует вот этот порт. Собственно, это первое знакомство, без всяких там бенчмарков и прочей. Игры будут идти как и везде, как на любом девайсе. Плюс-минус они все одинаковые. Что рогалик, что Лего, что любой другой девайс, конечно, если мы не берем в расчет MSI. Игры, они работают. Forza 60 плюс-минус кадров, Cyberpunk 40, 45, 50 кадров, смотря как настроите, смотря приемлемые настройки. Stalker 2, которую мне оккупировали, к сожалению, будет идти примерно в 30 кадрах, и это будет боль для глаз, если не заходить в город. А если заходить в город, это просто надо плакать. В целом, нормальный девайс. И еще стоит упомянуть карточки. Вот на вот этой вот штуке я так и не смог убить SD-карточку. Хотя Steam Deck у меня убил одну карточку, Switch у меня убил одну карточку, но рогалик почему-то не смог. Здесь предстоит тестить, но я сомневаюсь, что я смогу убить здесь карточку. В целом по эргономике нормальный девайс. По цене чуть-чуть кусается по сравнению, по какой цене можно первый рогалик взять, а сейчас их просто можно долларов за 450 новую купить. Или за 500 с доставкой. Поэтому, в принципе, стоящий девайс, если вам нужен девайс на винде с подключением eGPU, с которым есть нюанс, но, к сожалению, про этот нюанс в следующем ролике, потому что, боже упаси, зачем AMD сделали этот процессор. Поэтому для первого знакомства примерно можно понимать. Тот же рогалик, только лучше, чуть-чуть тяжелее, гораздо дольше работает, и порты теперь более интересные. Собственно, пока что будем ждать следующего продолжения с более глубокими плюсами, минусами и нюансами касательно работы с внешними видеокартами. На этом все.